Доброе утро, StopGame! В эфире Инфакт. И стартуем этот выпуск с пачечки слухов от нашего завсегдатая инсайдера старины Тома Хендерсона. На этот раз он решил поделиться сведениями касательно будущего франшизы Battlefield. Если верить вбросам Хендерсона, следующая Battlefield разделится надвое, и отдельно от основной платной игры будет разработана еще одна, на этот раз бесплатная, Королевская битва. Видимо, слава колды не дает покоя вершкам Electronic Arts. И разрабатывать ее якобы назначили внутреннюю студию Ripple Effect. При этом возглавлять проект будет бывший генеральный директор Destiny и Call of Duty Байрон Бит, который также был замечен за запуском Call of Duty Warzone и Call of Duty Mobile. Также Хендерсон осведомлен, что помимо основного режима в Battle Royale ответвлении будет еще и дополнительный под названием Gauntlet, в котором игрокам будет предложено выполнять мелкие поручения на карте за ограниченное время, и каждый раунд отряд с наименьшим количеством очков будет выбывать, пока не останется только один. Что же до нормальной платной батлы, Хендерсон уверен, что игра выйдет в октябре 2025, что разработчики вернутся к старой системе 4 классов, а сеттинг расположится где-то в альтернативно наших временах современная война промежутка 2025-2030 годов. Что же до колды, мобильный вариант Battle Royale Call of Duty Warzone Mobile готовится к глобальному запуску уже в середине грядущего месяца 21 марта. Внутри мобильных геймеров будет ждать 5 игровых режимов. Уже классическая королевская битва в Верданске на 120 человек, остров Возрождения с перестрелками на 48 человек и возможностью респауна, пока хотя бы один человек в отряде жив. А на картах Shipment, Scrapyard и Shoot House будет позволено поиграться в режиме командный бой, убийство подтверждено и доминирование. Эти карты планируется ротационно сменять каждый месяц. Возможно, позже к ним добавятся и какие-то другие, например, зомби-режим. Игра будет поддерживать геймпады, кросс-прогрессию с Warzone 2.0 и Modern Warfare 3, впрочем, кроссплей и встреч с компьютерными и консольными игроками не будет. Будет возможность подкручивать настройки графики и настройки интерфейса, плюс планируются какие-то награды за число пользователей, прошедших предварительную регистрацию. Старт игры намечен и на Android, и на iOS синхронно. В декабре студия Insomniac Games пострадала от хакерской атаки команды Могилевич. В качестве доказательства серьезности тогда хакеры выложили часть добытых данных в открытый доступ, чем нанесла ощутимый вред студии. Наши дни, то есть буквально вчера, на своем сайте в Даркнете команда отчиталась об успешном набеге еще и на Epic Games. Если верить написанному, им удалось выкрасть 189 гигабайт различных данных, а сумму выручки они сами оценили в $5,8 миллиарда США. Среди украденной информации перечисляются адреса электронной почты, полные имена, пароли, платежная информация, исходные коды и многое другое. По их же словам, добыча уже выставлена на продажу и даже имеет дедлайн 4 марта, однако стоимость ее нигде не указана. Позже Epic Games сообщила, что сразу же приступила к расследованию инцидента и даже попыталась выйти на связь с бандитами, однако реакции не последовало. При этом некому Лоуренсу Абрамсу Могилевич почему-то дала знать, что просит всего-то $15 тысяч и подтверждение наличия средств для выкупа данных. В твите Лоуренс выражает неуверенность в правдивости этой информации. Еще о неприятностях. Создатели популярного эмулятора Nintendo Switch Yuzu тоже угодили в них. Правда, на этот раз на основе собственных правонарушений, по крайней мере, в этом уверены юристы большой N. В качестве аргументов они использовали то, что сам разработчик публично признавал, что большинство пользователей эмулятора пиратят необходимые для работы файлы, что запуск игр исполнен так, что Nintendo или создатели игр на Switch за это не получают ни копейки. Пиратская версия Tears of the Kingdom утекла в сеть еще до релиза, и Yuzu позволяет запустить в том числе и ее. А при этом сам эмулятор и его авторы спонсируются через Patreon, и, например, сейчас им ежемесячно капает 27 700 евро. Короче говоря, требует сейчас же запретить распространение и дальнейшую разработку эмулятора. Формально в Штатах разрешены эмуляторы, но лишь до тех пор, пока его работа реализована путем обратного инжиниринга и без нарушения авторских прав или коммерческих тайн. И авторы Yuzu утверждают, что так и есть, однако если Nintendo сумеет доказать, что код получен незаконно, с эмулятором можно будет попрощаться. Но были и хорошие новости, вроде бы хорошие. Студия Remedy взяла да и выкупила все права на франшизу Control у ее издателя 505 Games. Сюда включены и права на издание и дистрибуцию, маркетинг и прочее, что на первую часть, что на сиквел и даже на кооперативную Condor и любые другие последующие игры в серии. Общая сумма сделки составит до 17 миллионов евро, а полная передача прав произойдет 31 декабря текущего года, когда 505 Games закончит с выполнением своих обязанностей перед разработчиком. Remedy сразу же прокомментировала эту сделку и заявила, что это не означает, что в дальнейшем она будет издавать игры франшизы самостоятельно, однако полное владение правами все равно поможет добиваться более выгодных предложений. С потенциальными заменителями разговор проведут в ближайшие месяцы.
Первая игра в легендарной серии Jedi Knight Star Wars Dark Forces получила полноценный ремастер от студии Night Dive. На борту ремастера совместимость 4К при 120 кадрах в секунду, облагороженные текстуры высокого разрешения и улучшенные эффекты, поддержка геймпада, включая вибрацию гироскопа и колесо выбора оружия, а также целая кладезь ранее не публиковавшихся материалов о разработке оригинала, включая вырезанный демо-уровень. Приобрести Star Wars Dark Forces ремастер можно и в Steam, и в GOG, и в том числе из России. Наконец-то можно будет узнать начало истории великого Кайла Катарна. Создатели внезапно суперпопулярного кооп-экшена Helldivers 2 продолжают латать дырки в сетевом коде и в самой игры, при этом не прекращая кропотливую работу над введением самой игры и разработкой свежего контента для нее. Ранее Arrowhead заявляла, что со временем планирует ввести в игру управляемых мехов, как это было в первой части. Не так давно говорила, что они уже почти готовы, но требуют небольшой полировки, а вчера некий анонимный пользователь взял да и вывалил в Reddit видос, в котором очень хорошо видно вполне себе играбельную модель этого самого меха в действии. Показать утечку прямо здесь мы вам не можем, однако по ссылочке в описании можете полюбоваться и вы. Брайан Кларк, разработчик-одиночка, ранее запустивший собственный хоррор The Mortuary Assistant про работницу морга, анонсировал свой следующий проект. Снова ужастик, но теперь по вселенной паранормального явления Paranormal Activity Found Footage. Как видно из названия, игра будет исполнена в снова популярном жанре mockumentary или найденная пленка. И да, это будет официальное произведение, расширяющее лор киновселенной Paramount, и будет создано при поддержке Paramount Game Studios. Пока о проекте известно совсем немного, однако заявлена некая система, каким-то образом учитывающая действия игрока и на основе этих действий меняющая интенсивность и вид местных скримаков. Годом запуска заявлен далекий 2026. Но пока мы еще в допотопном 2024, своевременно будет отметить релиз текстового обзора, бумивший весь прошлый год тактической Инкулинати. Игра как раз вышла из раннего доступа, автор обзора Алексей Лихачев, читать, разумеется, на stopgame.ru. Ссылку, как всегда, найдете в описании. Доброго дня!